Всем огромный привет, друзья! Вы, как всегда, на канале Людмила Калитва. Спасибо всем огромное, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, ставите лайки и пишите свои комментарии. Спасибо огромное! Сегодня мы с вами поговорим о очень важном нашем органе – это сердце. Действительно, от сердечно-сосудистых заболеваний каждый день умирает очень много людей. Так как же укрепить сердце, чтобы оно как можно дольше было здоровым? И возможно ли его вообще укрепить какими-то БАДами? Как мне написала женщина, она принимает там разные витаминки для сердца. Она пишет, что она укрепляет сердце таким путем, вот именно БАДами, витаминками, там разными омегами, все тому подобное. Я не против этих витаминок и разных БАДов, нет. Если это доказательная медицина, если это какой-то фуфломицин, то зачем его принимать, он все равно никакой пользы в организм не принесет. Ну и вреда, конечно, тоже не будет. Потому что, я думаю, производители делают так, чтобы не навредить, ну и не помочь. Поэтому как можно укрепить сердце? Нам этот орган дан с рождения, и, конечно же, он очень сильный, очень мощный, и мы будем с вами жить, пока этот орган работает. Смотрите, люди сейчас живут до 100 лет и даже больше. И чтобы этот орган был здоровым и хорошо работал, конечно же, мы должны ему с вами помогать. Не надо над этим органом издеваться. Смотрите, когда мы с вами постоянно лежим на диване, ничего не делаем, ничем не занимаемся, и наше сердце становится ленивым. А когда мы с вами занимаемся физическими нагрузками, делаем какие-то упражнения, конечно же, и наше сердце становится сильным. И, конечно же, нужно правильно и сбалансированно питаться, потому что нашему сердцу нужно питание. Нет витаминок, нет БАДов, а именно сбалансированное, нормальное, хорошее питание. Я повторюсь еще один раз, нашему сердцу не нужны БАДы. Нашему сердцу нужно питание и физические нагрузки, потому что это мышца, с которой нужно постоянно работать. Укрепить сердце – это совсем не про БАДы, это про выносливость, здоровые сосуды, ритм и общее функционирование. Какими же видами спорта? Я не хочу называть это спорт. Да? Спорт – это совсем другое, когда люди действительно занимаются каким-то спортом. Мы же с вами просто тренируем свое тело, тренируем свой организм и помогаем ему очень хорошо работать. Что нам можно делать? Молодые, конечно же, могут бегать, если у них здоровые суставы. А вообще я предпочитаю ходьбу. Итак, бег мы убираем, да? Нам не нужен бег, тем более мои подписчики это люди или чуть меньше меня, или моего возраста, или немножко старше меня. Мы с вами ходим. Ходьба у нас должна быть, не такая, знаете, прогулочная, вышли просто погулять. Это мы так можем погулять, там, вывести собачку или перед сном, просто немножко так пройтись, прогуляться. Мы должны ходить в темпе быстро. Лично я делаю 130 шагов в минуту. 130-140 у меня получается. Я не говорю, что вы сейчас должны выйти и сразу побежать, столько шагов делать в минуту. Нет, начинать нужно все постепенно, медленно, свое тело, свой организм к этому подготавливать. Поэтому не надо, сломя голову, нестись и сразу бросаться в какие-то упражнения и бежать, там, ходить и все тому подобное. Все начинаете делать постепенно. Организм сам вам даст толчок, когда уже нужно быстрее, через какое время. Или пока еще задержаться и делать это медленно. Что нравится мне, да? Это ходьба, это плавание. Если нет дома бассейна, можно в бассейн записаться и хотя бы 2 раза в недельку ходить в бассейн. Так, конечно же, можно, если есть какой-то прибор, да, и вы не хотите ходить по улицам, возможно, погода мешает вам ходить, то можно
велотренажер купить домой, подсобирать денег, отложить, не купить какую-то сладость, да, или там какую-то выпечку, а эти денежки отложить. И через какое-то время вы сможете уже приобрести велотренажер. Не надо там какой-то супер-пупер, а самый такой дешевенький. И вот он поможет в холодное время года, когда плохая погода, ходить вам дома. Плюс еще очень хорошо танцы. Запишитесь на танцы. Вы можете просто танцевать или просто включите музыку себе дома, ритмичную такую, и начинайте двигаться, начинайте танцевать, чтобы ваше тело все ходило там ходуном, чтобы оно двигалось. Но обязательно делайте что-то. Поэтому не зря же говорят, движение – это жизнь. Это не просто пустая поговорка какая-то, когда кто-то ее там захотел и придумал. Это действительно так. Правильное питание – это тоже очень важно, сбалансированное питание. И омегу-3 надо брать не из БАДов, а именно из продуктов. Сон. Друзья, сон тоже очень важен. 7-9 часов нужно нам спать. В возрасте, конечно же, это все снижается. И есть люди, которые говорят, а я вот поспала 4 часа, и мне этого достаточно. Но вы знаете, я сколько читала литературы, вот все равно говорят хотя бы 6 часов. Но не отдыхает полностью организм, не отдыхают все органы за 4 часа. Если у нас плохой сон, у нас скачет давление, наш организм находится в постоянном стрессе, и от этого он истощается. Поэтому обязательно нужно наладить свой сон. Не хочется разговорами затягивать видео, потому что многим не нравится, когда длинное видео, да? Но хочется дать как можно больше информации, поделиться тем, что знаю я. Конечно же, пишите в комментариях, чтобы я понимала, нужна вам такая информация или нет. Я буду ждать ваши комментарии. Сейчас покажу очень важные и нужные для нашего сердца и сосудов упражнений. И еще в этом видео хотела ответить женщине на вопрос. Я уже давно ей не отвечала, я не забыла за ваш комментарий. Вот, по поводу бляшек, по поводу холестерина, по поводу статинов. Но, наверное, на это надо снять отдельное видео. Единственное, что хочу вам сказать. Если у вас есть бляшки в сосудах, вот, то это один вопрос. Да? Если у вас нет этих бляшек, то это другой вопрос. А чтобы об этом узнать, конечно же, нужно сделать УЗИ и посмотреть, есть бляшки или нету. Что такое бляшка? Да? Это жир на сосудике. Прицепился на сосуде жир. И пока эта субстанция мягкая, от нее можно избавиться. Но когда эта бляшка уже затвердеет, а через кровь попадает кальций в эту бляшку, и он ее затвердевает, потом с этой бляшкой вы уже ничего не можете сделать. И когда рассказывают, что там какие-то витамины, какие-то БАДы рассасывают эту бляшку, ничего они ее не рассасывают. Она так и остается на месте. Это доказательная медицина. И то, что там рассказывают какие-то умные головы, это все вранье. Эта бляшка стоит на месте. Поэтому врачи назначают статины, чтобы статины тоже не убирают эту бляшку. Они ее просто делают намного тверже, чтобы она не оторвалась. Вот. Но я говорила, что это отдельное видео, о котором нужно поговорить. Жду ваши комментарии, если вас интересуют какие-то темы, буду рада с вами поболтать. А сейчас плавненько переходим к нужным для нашего сердца и сосудов упражнениям. Давайте несколько раз сделаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Перед любым началом упражнений всегда делайте разминку. Я уже показывала на своем канале, как делается разминка. Надо ее, наверное, снять отдельным видео. Теперь давайте походим. Вот видите, ходьба везде. Ходим так 5 минут, не меньше. Засекайте время или ставьте песочные часы и ходим 5 минут. Я, конечно, не буду ходить 5 минут, чтобы не затянуть время, но вы делайте это.
Что мы делаем, когда прошло 5 минут ходьбы? Мы будем подниматься на носочки. Поднимаемся на носочки и опускаемся на пяточки. На носочки, на пяточки. Вдох внизу, выдох наверху. Вдох внизу, выдох наверху. Не зря говорят, что ноги второе сердце, потому что они качают кровь вверх. Поэтому обязательно делаем эти упражнения. Поднимаемся на носочки, опускаемся на пяточки в течение 1 минуты. Можете за что-то держаться, чтобы у вас была опора. Когда поднимаетесь на носочки, на секундочку задерживайтесь наверху. Можете 25 раз подниматься вот так на носочки, а 25 раз развести ручки в стороны и подниматься на носочки. В следующем упражнении мне понадобится стул, или какое-то другое возвышение. Стул у меня, конечно, высокий, можно взять стул поменьше, вот так вот где-то. Но у меня очень высоко. Надо, чтобы вот так вы поднимали ножку, да? Вот раз, два, раз, два. Вот такое возвышение должно у вас быть. Но у меня такого нету. И делайте так каждой ногой по 30 раз. Теперь приседание. Смотрите, если вы пока не можете приседать, вы можете приседать на стул. Поставьте стул, отойдите от него, вот попробуйте, чтобы вы на него сели, да, вот, не упали мимо. И начинайте приседать. Ручки перед собой, когда присаживаемся. Итак, сели, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Это я показываю для тех, которым сложно пока еще приседать. Можно начинать приседать так, именно на стул. А также я очень люблю приседания по неумывакину, потому что действительно идет к сердцу очень большой объем и крови. Хорошее кровообращение. Глубоко можете не присаживаться. Ну вот, друзья, я поделилась с вами несколькими упражнениями. Их, конечно же, очень много, но это те упражнения, которые я делаю каждый день. Конечно, я добавляю там еще и другие, я обязательно буду это все показывать. Вот. Но это классное упражнение для сердца и сосудов. Делайте и будьте здоровы. А у меня на этом все. Буду ждать ваши комментарии. Всем пока. Увидимся совсем скоро.